Привет, друзья! Когда детские книги превращаются в политические манифесты, а пошлины в орудие шантажа, на сцене появляются Хабек, Дональд Трамп и итальянский миротворец Мелони. И шоу начинается. После неудачных результатов на выборах в Бундестаг детский писатель, министр экономики Германии Роберт Хабек прощается с ведущими позициями в партии «Зеленые» и постепенно уходит из большой политики. Как сообщают СМИ, 55-летний политик собирается покинуть Бундестаг уже летом этого года. На его место в парламенте уже готова прийти молодая преемница. Согласно сообщениям прессы, Роберт Хабек, ранее занимавший пост министра экономики и вице-канцлера, не намерен оставаться в Бундестаге после летней парламентской паузы, которая начнется в конце июня или в июле. Об этом пишет издание «Шпигель», ссылаясь на источники внутри партии «Зеленых». Ожидается, что сдаст депутатский мандат именно к этому периоду. На освободившееся место в парламенте может прийти юная 25-летняя Майя Вризима, политик от партии «Зеленых» из Шлизвиг-Гольштейна, впрочем, как и сам Хабек. Согласно информации, озвученной в средствах массовой информации, между ними уже не раз проходили разговоры по поводу передачи мандата. Напомню, что на выборах в Бундестаг в феврале Хабек был ведущим кандидатом от «Зеленых», однако партия потеряла часть поддержки избирателей. Вскоре после этого Хабек заявил, что больше не претендует на руководящую роль в партии. Тем не менее, до планируемой инаугурации нового правительства, которое, скорее всего, будет сформировано ХДС, ХСС и СДПГ 6 мая, Хабек продолжит исполнять обязанности министра в переходном формате. В Бундестаге Хабек находится с 2021 года, но теперь после летней паузы он окончательно уступит свое место. Сам он пока избегает прямых заявлений. На недавний вопрос журналистов, останется ли он в парламенте еще на 4 года, четко ответа он не дал. Что касается Майры Вризиме, то она на настоящий момент изучает международную политику и международное право в городе Киль. На прошлых выборах в Бундестаг она находилась на 5-м месте в региональном списке партии. В интервью «Шпигель» она ограничилась официальным ответом, цитата: «Прошу понять, что я не могу комментировать внутренние размышления и возможные кадровые вопросы». Что же будет дальше в жизни Роберта Хабека после завершения политической карьеры, пока остается загадкой. Возможно, у вас, зрители, есть на этот счет свои предложения, тогда пишите в комментариях. До прихода в политику он был писателем, выпускал книги для взрослых и для детей, а также вместе с женой занимались переводами поэтической литературы. У супругов есть 4 сыновей, все они уже взрослые. Глупые тарифные войны за последний месяц привели весь мир к неожиданным рецессиям и экономической катастрофе. Производство банкротится, финансовые рынки испытывают турбулентность. Своей жесткой и непредсказуемой торговой политикой Дональд Трамп вновь вызывает серьезную тревогу и на фондовом рынке, где акции мировых компаний летят в бездну. Особенно напряженной остается ситуация в торговом конфликте с Европейским Союзом. Однако теперь, по словам самого Дональда Трампа, на горизонте появился свет в конце туннеля. Президент США выразил уверенность, что вскоре все же удастся достигнуть договоренности. Об этом он заявил во время совместного выступления с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая прибыла в Вашингтон с официальным визитом. Их встреча в Белом доме стала важным политическим сигналом не только в контексте американско-итальянских отношений, но и шире в рамках взаимодействия США и Европы. Трамп с характерной уверенностью заявил, что верит в заключение сделки по урегулированию тарифного спора с Европейским Союзом на 100%. Он добавил, цитата: «Я рассчитываю на это в полной мере, но соглашение должно быть честным и сбалансированным». Когда журналистка задала Трампу неудобный вопрос, что будет, если по истечению установленного им 90-дневного срока соглашения так и не будет достигнуто, он отреагировал с насмешкой, почти с иронией. Цитата: «Что? Вы думаете, его не будет? Конечно, будет торговое соглашение», – с ухмылкой произнес он. При этом Трамп добавил, что Евросоюз любой ценой хочет заключить сделку. Такая демонстративная уверенность соответствует давно известной тактике Трампа делать жесткие и однозначные заявления, которые вынуждают партнерам по переговорам принимать активные меры и идти на уступки. Премьер-министр Италии Мелони поддержала эту линию и выразила осторожность, но твердый оптимизм. Цитата: «Я уверена, что мы сможем заключить сделку». Более того, она подчеркнула свое намерение пригласить Трампа в Италию и при этом выразила заинтересованность в организации встречи с другими европейскими лидерами, что может стать важнейшим шагом на пути к сближению США и ЕС. На вопрос о том, собирается ли Трамп встретиться с Урсулой фон дер Ляйен, которая представляет интересы всех стран ЕС на переговорах о тарифах, Трамп дал уклончивый ответ. Он не стал прямо говорить о встрече, но отметил:
Мы вряд ли столкнемся с серьезными проблемами при заключении соглашения с Европой или с кем-либо еще. Во время этой встречи Трамп не скупился на похвалу в адрес своей гости из Рима. Он сказал, цитата: «Она выдающийся премьер, я считаю, что она делает фантастическую работу в Италии, мы ею очень гордимся. Эта поддержка особенно показательна, учитывая политические взгляды Мелони. Она представляет крайне правые силы и во многих вопросах близка по духу Дональду Трампу, хотя ранее и критиковала его инициативу о повышении тарифов для стран Европейского Союза. В кругах европейских политиков именно Мелони считается одним из наиболее предпочтительных и доступных собеседников для Дональда Трампа. Ее прагматичный подход и стремление к диалогу выгодно отличают ее на фоне других лидеров Евросоюза. После возвращения в Италию уже в пятницу Мелони планирует принять в Риме вице-президента США Джей Ди Венса, что подчеркивает укрепление двухсторонних отношений между странами. Напомню, что в начале апреля Дональд Трамп объявил о введении высоких пошлин против ряда стран. Для Европейского Союза был предусмотрен тариф в размере 20%, это вызвало резкое падение котировок на фондовых и валютных рынках. Однако спустя всего неделю под давлением бизнес-сообщества и международных партнеров Трамп изменил свою позицию, он неожиданно объявил о 90-дневной паузе, в течение которой стороны должны попытаться найти компромисс. При этом остается в силе минимальная ставка в 10% на импортные товары. В ответ Европейский Союз также заявил, что временно приостанавливает ранее подготовленные ответные тарифы на продукцию США, также сроком на 90 дней. Это решение было воспринято как жест доброй воли, направленный на деэскалацию напряженности. Но, судя по всему, Дональд Трамп действительно опасается Китая и старается избегать дальнейшего обострения торгового конфликта. Неожиданно президент США дал понять, что не намерен продолжать эскалацию торговой войны с Пекином за 200 или 1000% тарифных пошлин. Он прямо заявил, цитата: «Я не хочу, чтобы пошлины стали еще выше, потому что в какой-то момент люди просто перестанут покупать», отметил он в беседе с журналистами в Белом доме. Это заявление стало сигналом возможного завершения спирали взаимных пошлин между США и Китаем. По словам Трампа, между Вашингтоном и Пекином уже идут переговоры, причем они проходят очень хорошо. Однако он уклонился от конкретики, не раскрывая всех деталей переговоров, и не уточнил, говорил ли он лично с председателем КНР Си Цзиньпинем. Несмотря на это, президент выразил осторожный оптимизм и уверенность в том, что все идет к соглашению. При этом он добавил: «У нас много времени», явно намекая на отсутствие спешки и, возможно, затяжной характер процесса. И здесь хочу, друзья, напомнить, что в последние недели Дональд Трамп неоднократно повышал пошлины на импорт товаров из Китая, что в свою очередь вызвало ответную реакцию со стороны Пекина. В результате этого обмена экономическими ударами ставки американских пошлин на китайские товары достигли уже 145%, а китайские ответные пошлины 125%. На прошлой неделе Китай заявил, что не будет втягиваться в игру цифр с новыми пошлинами, тем самым намекнул на желание стабилизировать ситуацию. Хотя диалог между странами продолжается, источники отмечают, что открытый обмен мнениями на высоком уровне так и не состоялся, и переговоры пока не привели к реальному прорыву. Журналисты пытались получить от Трампа больше информации о содержании контактов с Пекином, но он уклончиво отвечал и не раскрыл, были ли у него личный разговор с Си Цзиньпинем. Интересно, что по собственным словам президента он рассчитывает на достижение договоренности в течение 3 или 4 недель. Цитата: «Я думаю, это будет завершено в ближайшие 3 или 4 недели», отметил он, отвечая на вопрос журналистки. При этом не было ясно, говорит ли он только о Китае или о широком круге торговых партнеров. Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что его переговоры с премьер-министром Италии Джорджи Мелони, которая находилась с визитом в Вашингтоне, прошли прекрасно. Трамп назвал ситуацию с пошлинами небольшим переходным этапом и выразил уверенность, что все закончится хорошо для Америки. Особое внимание Трамп уделил и вопросу продажи TikTok, китайского приложения коротких видео, популярного среди американцев. По его словам, сделка уже готова, но реализация будет зависеть только от Пекина. Он заявил, что до тех пор, пока не будет решен основной торговый вопрос, сделка будет отложена. Цитата: «У нас есть сделка по TikTok, но все зависит от Китая, поэтому мы пока отложим это до того момента, когда вопрос будет решен так или иначе», заявил он. А теперь давайте обсудим, что вы думаете о том, как одни министры-писатели, наделав дел, уходят из политики, другие угрожают миру пошлинами, а третьи строят мосты, и все это одновременно. Спасибо за просмотр.